Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Готовлю медовый торт. Полное описание ингредиентов будет в описании под видео. Торт решила сделать классический, а с добавками. Добавки у меня будут курага и чернослив без косточек. Заливаю водой, пусть немножечко размякнет. Нам понадобится 100-150 грамм сливочного масла или маргарина. 3 столовых ложки меда. Я сейчас в большую емкость перекладываю сливочное масло. Я его слегка порежу. Добавляю сюда мед 3 столовых ложки и поставлю в микроволновую печку, чтобы это все растопить. Можно все это делать и на водяной бане. Или растопить на плите в какой-нибудь кастрюльке. У меня мед с горкой ложка. Я добавляю 2 ложки. Если у вас жидкий мед, 3 столовых ложки. Если густой, то 2, но с большой горкой. Сразу приготовил противень с пергаментной бумагой. Растопила до жидкого состояния. Всыпаю 200 грамм сахарного песка. Перемешаем. Добавляю 3 штуки куриного яйца. Еще разок перемешаем хорошенько. Сюда добавляю 1,5 чайных ложки пищевой соды. Всыпаю в одну кучку и гашу ее лимонным соком. Это примерно чайная ложка. Опять перемешиваю и всыпаю 500 грамм муки. Можно всыпать частями, можно все сразу. И быстро-быстро замешиваем тесто. Пока тесто теплое, оно у вас вот такое жидкое. Чем дольше оно будет стоять, тем оно будет, соответственно, гуще. Это у меня ленивый медовик. И коржи по отдельности выпекать не буду. Часть теста выкладываю на противень, на пергаментную бумагу. Можете смазать растительным маслом, но в тесте у нас присутствует и сливочное масло. Часть кладу и по всей поверхности распределяю лопаточкой, выравниваю. Делаем тонкий слой. Слой у меня примерно 3 миллиметра. Так как у меня 2 противня и буду выпекать на 2, делаю еще второй. Тесто распределила, мне хватило на 2 противня. Духовка у меня 60 сантиметров. Ставлю выпекаться, температура 180 градусов, около 5 минут. Но поглядывайте, выпекаются они очень быстро. Пока коржи выпекаются, можно сделать крем. У меня обыкновенная сметана будет с сахаром. Можно взять 50 на 50 сгущенное молоко и сметану. Или сделать какой-нибудь заварной крем. Но это уже, конечно, будет не медовик, а немного другой, но все равно вкусный. Банка у меня 800 граммовая. Если не хватит, у меня еще есть сметана. На 800 грамм я всыпаю полстакана сахара, но сметану вы регулируете сами. Можете и стакан всыпать, можете добавить меду, можете поэкспериментировать, добавить корицу или что-нибудь еще. Все перемешаем. Сейчас сахар начнет растаивать и появятся крупинки. Вам надо будет еще раз потом перемешать. У вас получается такая одноразовая, вкусная, сладкая сметана. Чернослив и курага уже стали мягкие. Я нарезаю соломкой. Как вы знаете, эти ингредиенты в состав пирога, торта, они не входят. Это идет как дополнительное. У меня есть, вот я решила и дополнить. Чтобы много времени не тянуть, не терять, я складываю курага кураге, 2 вместе и нарезаю. Все. Вот такие тоненькие, длинненькие полосочки у нас получились. Еще раз перемешиваю сметану. Торт буду выкладывать на такую большую тарелку. В серединку я слегка капнула сметаны. Это для того, чтобы когда вы его собирали вместе, он у вас не ездил туда-сюда. Вспомнила, что у меня есть немножко грецких орехов, и я их порубила. Решила тоже добавить. Коржи готовы. Время не тянем. Пока горячие, обрезаем край, но крошку не выкидываем, оставляем ее. Я стянула пергамент с противня, прям сразу обрезаю. Делим на нужные части. Если он будет у вас чем дольше лежать, тем он
будет жестче. Пока горячий, формируете, делаете нужную форму, круглую, овальную, квадратную, как хотите. Сильно много не срезаем. Вот такой красивый, видите, получается. Примерно вот так делю пополам. Лучше, конечно, по линеечке смотреть, а то получится один больше, другой меньше. Пласт отлично отделяется от пергаментной бумаги. Сразу выкладываю на тарелку. Выкладываю на поверхность крем. Буквально 2-3 столовых ложки. Распределяем. Даже если будет сметана немного стекать, ничего страшного. Можно потом борт смазать. Потом будет же у нас крошка, и будет все отлично смотреться. Сметанки. В край сильно много не кладите, потому что вы сейчас прижмете, и у вас сметана растечется. Сюда я добавляю курагу. Прям чуть-чуть, символически. У меня получается 4 коржа. Если вам надо больше, ну, соответственно, удвоите порцию. Сюда у меня ушло где-то 8 штучек кураги. Выкладываю еще один слой теста. Еще немного крема. Теперь в ход идет третий слой. Также смазываю сметаной. И добавляю чернослив. Второй слой у меня без дополнения. Посыпаю черносливом. Если вы хотите, чтобы он был прям совсем сильно-сильно пропитан, на такую раскладку берите килограмм сметаны и добавляйте больше сметаны в эту переслойку. У меня сметаны, конечно, хватило, но я просто вас предупреждаю. И вот завершающий слой. Высота получается примерно 12 сантиметров. Из этих коржей можно сделать пироженки. Тоже разные формы. Тесто же одно. Можно пофантазировать. Тоже сделать с добавками. На бок я наношу лопаточкой, размазывая крем, чтобы у нас прихватилась присыпка. Какую мы остатки прокрутим или скалочкой помнем. Переворачиваю и наношу сюда. Нам надо из остатков получить крошку. У меня один из противней получился с жирненькими коржами. Примерно 1 сантиметр, даже чуть-чуть побольше. Ну, и это, конечно, некрасиво, но все равно будет очень даже вкусно. У меня же ленивый медовик на скорую руку. Вот все время у меня заняло час. Подготовка теста, выпечка, украшения, все, полностью час. И надо, чтобы он еще постоял несколько часов, чтобы пропитался нашим кремом. И все, можно есть. Его, конечно, и сейчас можно есть, но он будет не такой мягкий, пропитанный. Он будет чуть-чуть жестковатый. Вот наши обрезки. Можно прокрутить блендером, а можно вот так вот покрошить мелко-мелко или потолочь толкушкой. Очень легко даже руками крошится. Только не смотрите, чтобы не было вот таких больших кусочков у вас. А теперь посыпаю крошкой. Сначала я делаю край. У меня же еще орехи. А что останется, я наверх отсюда подгребаем и еще наносим. Делаем это также лопаточкой. Вот она. К сметане очень хорошо прилепляется прям. Собираем и наносим. Крошку нанесла и сверху еще посыпаю орехами. В готовом виде получилось 17 сантиметров, а длина 28. Очень даже такой вот по весу, даже не могу сказать, сколько он получился. Когда вы его сделали, вы можете его переместить на хорошее блюдо, на красивое, или подтереть салфетками влажными, чтобы придать красивый вид. Оставляем на несколько часов в холодильник, пусть пропитывается. Приятного аппетита! Полный рецепт будет в описании под видео. А по деньгам обходится такой торт 200-400 рублей, смотря какую вы будете брать сметану. Все доступные ингредиенты готовятся быстро, получается вкусно. На этом все. Пока-пока.